Всем привет, меня зовут Алена Домрачева, я практикующий психолог, и сегодня поговорим на тему, которая знакома огромному количеству людей по всему миру, это эмоциональное выгорание. Если вы чувствуете усталость, апатию, что ваша продуктивность упала, то это видео может оказаться для вас полезным. Но для начала давайте пройдем такой небольшой тест, чтобы вы могли оценить, что у вас сейчас с уровнем энергии. И сначала представьте, что ваша энергия – это батарейка, у которой есть заряд от 0 до 10. 0 – это полное отсутствие заряда, вы не можете встать с кровати, а 10 – это полный заряд, вы полны энергии и энтузиазма. И оцените, какой уровень заряда вы обычно ощущаете в своей жизни от 0 до 10. И второе число, какой уровень заряда вы ощущаете после отдыха, после того, как прошли ваши выходные, после того, как вы восстановили, что вы ощущаете от 0 до 10. Зафиксируйте эти оба числа, можете записать их куда-нибудь вниз, можете хоть в комментарии, и посмотрите на разницу между ними. Если разница между показателями меньше 2 пунктов и после отдыха энергии не превышает уровня 7, то отдых вас больше не восстанавливает. И это один из главных признаков эмоционального выгорания. К сожалению, многие месяцами не замечая признаков выгорания или игнорируя их, списывая на обычную усталость, что просто лень, что просто нет энергии, я просто устал. А между тем, это состояние постепенно разрушает не только нашу жизнь, нашу работоспособность, но и влияет на наше здоровье. Поэтому я сегодня хочу рассказать, как распознать все эти стадии, что со всем этим можно сделать. Для начала хочу сказать, что выгорание не наступает внезапно, это процесс, у которого есть свои этапы, и чем раньше вы обнаружите, что что-то идет не так, тем быстрее вы сможете выйти из этого состояния. И давайте перейдем к первой стадии, это энтузиазм и высокая вовлеченность. Если мы представим опять нашу батарейку, то вот в обычной жизни это уровень заряда где-то 6-8, а после отдыха 7-8. Что мы обычно ощущаем на данной стадии? Полную энергию, полный энтузиазм. Как бы ни парадоксально это ни звучало, но мы действительно полны энергии. Мы очень много что берем на себя, мы очень много что делаем. Появляются, возможно, какие-то установки, кто если не я совсем вообще справлюсь, отдых мне не нужен, все и так хорошо. Но это один из таких вот самых главных первых тревожных звоночков, что что-то, скорее всего, идет не так. И вторая стадия выгорания – это усталость. Если мы берем батарейку, то уровень заряда обычной жизни 4-5, после отдыха 6,7. Вот на данной стадии постепенно энергия начинает заканчиваться, появляется усталость, но она еще не так критична. Возникают проблемы со сном, раздражительность, первые сомнения в себе. И человек пытается себе помочь какими-то привычными способами, например, больше пить кофе, взять себя в руки. Возможно, тогда он идет к психологу и говорит, что у него проблемы с продуктивностью, что у него какая-то апатия. Даже не такая сильная апатия, но, скорее всего, будет что-то связано с прокрастинацией. И нет, это не прокрастинация, это не апатия, это вторая стадия выгорания, но об этом мы поговорим подробнее уже дальше внизу. И третья стадия у нас – это истощение. Обычный уровень заряда батарейки 2,4, а после отдыха, заметьте, уже 4,5. Вот здесь усталость уже становится постоянной, снижается мотивация, появляется цинизм, работа воспринимается как какая-то тяжелая ноша, нарастает чувство беспомощности и безнадежности. Вот тут также хочу отметить, что все-таки выгорание у каждого человека проявляется по-разному. У кого-то это, вы знаете, такое прям очень много пассивной или активной агрессии, а у кого-то это состояние грусти и апатии. Ну вот что вот точно есть на третьей, да, стадии, это как раз обесценивание всего, обесценивание себя и своей работы и жизни. И вот этот вот цинизм, он очень яркий, и нет уже практически, как вы можете смотреть даже на батарейку, какой-то энергии. У человека уже нет сил справляться со своей обычной нагрузкой. И здесь он тоже идет уже к психологу или, возможно, к врачу, потому что понимает, что что-то здесь происходит не так. И четвертая, последняя стадия выгорания – это кризис необратимое выгорание. Батарейка, уровень энергии, посмотрите, настолько критически низкие, 0,2 и даже после отдыха 1,3. То есть человек не может выполнять просто какую-то свою жизнедеятельность, обычную деятельность. Скорее всего, у него уже будет проявляться какие-то физические симптомы, очень яркие, сильные проблемы со здоровьем. Это физическое эмоциональное истощение, это депрессия, к сожалению, панические атаки. И здесь вот работать сложнее всего.
Работать, конечно, да, сложнее всего, но это еще возможно. Просто здесь потребуется намного больше усилий, намного больше времени, чем это могло бы быть, если бы на более ранних стадиях человек это все заметил. Почему вообще такое происходит? Почему возникает выгорание? Потому что одно дело, да, когда мы очень много работаем и берем какую-то сверхнагрузку. Другое дело, когда вроде бы все как обычно, немножко, возможно, прибавились какие-то задачи, возможно, я меньше отдыхаю, но все равно я себя довожу до такого состояния. Какие могут быть причины эмоционального выгорания? Давайте разберемся с этим подробнее. Как я уже говорила ранее, то, что ко мне часто как раз приходит клиент, у которого проблемы с продуктивностью, не прокрастинация, какое-то чувство апатии. И почти в каждом случае идет речь не о лени какой-то, которая на самом деле не существует, а об истощении. То, что они не оценивают свой объективный уровень энергии и свои возможности. И это очень грустно наблюдать то, что человек не оценивает свои реальные возможности, что просто он не может все это делать, потому что у него нет на это сил, у него нет каких-то вот своих внутренних ресурсов, а он все равно пытается что-то из себя вытащить, и это очень грустно, потому что человек не понимает, что проблема-то не в нем, а в том, что у него, ну, объективно сейчас нет сил. И работая с подробными запросами, какие я чаще всего вижу причины. Их у нас 3. Там будет одна еще, но вот отдельно ее скажу. Первое, это, конечно же, негативные установки и семейная модель. Я должен быть идеальным. Если я скажу «нет», меня отвергнут, я сам должен со всем справиться. Эти убеждения никогда не берутся из воздуха и возникают, скорее всего, если мы говорим, да, семейная модель, из нашего детства, из нашего окружения, то, что нам говорили наши родители, то, что нам говорили наши какие-то родственники, преподаватели, друзья. И это влияет на всю нашу жизнь. У нас могут появиться такие вот установки, да, то, что я должен быть сверхчеловеком, я должен всегда быть правильным, всегда быть правым. И тут тоже интересно, какая потребность стоит за всем этим, потому что чаще всего это потребность в каком-то одобрении, к сожалению, в каком-то принятии, потому что без всего этого человек не чувствует себя полноценным, и тогда, возможно, он будет стараться намного больше, чтобы заслужить эту любовь, чтобы заслужить это признание и ощущение, что со мной все нормально. Второе – это неумение отдыхать. Больная для многих тема. Мне кажется, я амбассадор качественного отдыха в своей работе, потому что я постоянно говорю с своими клиентами на данную тему, потому что практика и опыт показывают то, что мы совершенно не умеем отдыхать. Мы понимаем, что такое физический отдых, но совершенно не знаем, что такое эмоциональный и интеллектуальный отдых. Мы просто к этому не приучены. Нам это никто не рассказывал, это совершенно нормально, потому что, да, развитие ментального здоровья и вся вот эта вот просветительская деятельность появляется активно только сейчас, к сожалению, но к счастью, что все это все-таки появляется. И поэтому вот про отдых у меня было отдельное видео, не отдельное видео, а вот в моем первом видео на канале я говорила чуть подробнее на эту тему, поэтому, если вам интересно, можете где-то вот здесь вот перейти вверху по ссылке. Ну, а так, что мне хочется сказать про отдых? Первое, многие путают отдых и развлечение. Развлечение – это стимуляция. Это как раз концерты, развлечения, парки аттракционов, путешествия. Это может быть классно, весело, задорно, но это тратит вашу энергию. После такого отдыха вы, скорее всего, будете думать то, что вам после отдыха нужен еще один отдых. Да, это как все истории, что все возвращаются из отпуска и говорят то, что мне нужен отпуск после отпуска. Так что настоящий отдых – это то, что возвращает нам, наоборот, энергию, нас наполняет, а не исчерпывает ее. И это очень индивидуальная история, кому что подходит. И второе, что я, к сожалению, постоянно вижу в своей практике, это чувство вины за отдых. Многие ощущают вину, когда они не занимаются чем-то полезным, чем-то правильным, чем-то развивающим. Это часто как раз вот идет из семьи, из семейных каких-то моделей, когда нам в детстве говорили родители то, что почему ты лежишь, поделала бы что-то, давай там займись какими-то делами, это пустая трата времени. Не обязательно, кстати, что вам подобные родители говорили, они могли просто показывать на своем примере, что не могли спокойно сидеть там, отдыхать, сидеть, отдыхать, ну ладно, физический отдых, они постоянно что-то делали, и вы сформировали такую модель, что я должен постоянно что-то делать, ничем не заниматься, это как-то странно и неправильно.
Поэтому тоже подумайте на эту тему, если вы не можете себе позволить отдыхать, вы чувствуете за это вину или стыд, да, отличаем: вина — это связано с поступком, стыд — это связано с личностью, вина — я сделал что-то не так, а стыд — со мной что-то не так. Подумайте на эту тему, возможно, как раз здесь работают семейные установки, и что-то перешло из вашей семьи и влияет на то, что происходит сейчас с вами. И третье, последнее — неумение управлять временем. Баланс между работой и личной жизнью — это не какое-то такое, да, популярное слово, популярное, точнее, выражение. Это необходимость нормальной жизни, нормальной функциональной жизни, потому что после работы нам логично нужно восстанавливаться. И чтобы насыщать свою личную жизнь чем-то таким хорошим, классным и интересным, мы должны работать. То есть это две такие вот палки на двух концах, можно так сказать. Но и без этого человек, ну, действительно, сейчас в современном мире не может. И поэтому как раз вот здесь вот неумение управлять временем, и как из причин можно сказать то, что человек очень много нагружает себя работой, отвечает, допустим, на рабочие сообщения в нерабочее время, выполняет какие-то рабочие задачи в свои выходные, на него очень много ответственности, очень много работы, поэтому он никак не отдыхает, никак не восстанавливается, и, конечно же, это приводит, к сожалению, к эмоциональному выгоранию. И четвертое, здесь мне хочется немножко так вот, как отдельный пункт сказать, потому что я его здесь не указала, это бессмысленная деятельность. Да, если мы не чувствуем ценности в своей деятельности, в том, что мы делаем, мы можем от этого уставать. Поэтому тоже подумайте об этом, видите ли вы ценность в своей работе, нравятся ли вам результаты, значимы ли они для вас. Это такой вот особый вид истощения, но он на самом деле очень часто распространен. Так что же делать, если вы узнали себя в том, что я описывала? Я могла вам, конечно, сказать то, что качественно отдыхаете, устраиваете информационный детокс, высыпаетесь. Вы мне сказали: ага, конечно, кивнули, и через полгода, год это бы все повторилось, к сожалению. Потому что здесь нет какого-то определенного пути. Это очень индивидуальная история, потому что, как мы сегодня выяснили, причины бывают разные, и их может быть несколько. Поэтому если придумать такую более-менее обобщенную модель, как она будет выглядеть? Итак, помощь. Первое. Найдите свои ограничивающие убеждения. Спросите себя честно, какие убеждения могли привести к тому, что у меня появилось эмоциональное выгорание. Может быть, я должен быть идеальным. Или если я откажу, меня отвергнут. Или отдых только для слабых. Подумайте об этом, понаблюдайте за собой. Можете как раз во время работы отмечать, что происходит у вас в голове, записывать свои мысли и из этого стараться как-то найти свои убеждения. И обязательно с ними, конечно, потом нужно поработать и найти на них какой-то другой адаптивный ответ, в котором вы будете уже чувствовать себя комфортно. Второе. Это, конечно же, вернуть в жизнь настоящий отдых. Если у вас не было отдыха настоящего, вы не знаете, что это такое, то тогда принести его в свою жизнь. Опять же, отдых очень индивидуальная история. Для кого-то это будут прогулки на природе, для кого-то это будет рисование, готовка, танцы или просто даже иногда полежать, посмотреть в потолок, но без какого-то информационного шума. Выберите то, что работает на вас. Просто пробуйте, смотрите, анализируйте, смотрите на свои ощущения. Да, это совершенно еще нормально, что работало раньше, сейчас не работает, потому что человек — это динамическая система, он постоянно меняется, поэтому смотрите, адаптируйте, что сейчас вот, да, для вас будет работать, для вас будет актуально. Здесь также очень хорошо поможет вернуться к своему предыдущему опыту, вспомнить, что вас наполняло, как-то заряжало в детстве, в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, и можете попробовать что-то подобное поделать. И третье, честно оцените свое время. Как вы им управляете? Есть ли у вас границы между работой и личной жизнью? Отвечаете ли вы на рабочие сообщения в свое нерабочее время? Умеете ли вы говорить «нет»? Берете ли на себя больше ответственности, чем можете? Вот здесь также вам хочу порекомендовать одно упражнение, которое я искренне люблю. Это если у вас проблемы в том, что вы не можете оценить свое время, вы считаете, что вам недостаточно его, что вы не понимаете, на что оно уходит, да, как-то день пролетел незаметно, то вы можете как раз его проанализировать, свой обычный день. Лучше брать, конечно, 2 рабочих дня хотя бы и 1-2 выходных, чтобы оценить, что вы делаете каждый час.
берете какой-нибудь листок А4, хоть заметки, хоть, возможно, Google таблицы, все что угодно, и прописывайте, что вы делаете каждый час. Можете заранее, даже рекомендую вам настоятельно сделать заранее макет и прописать там, допустим, 9:00, 10:00, 11:00, чтобы вы потом просто после окончания часа писали, что вы делали. Это вам облегчит намного жизнь и ускорит ваше время. И потом проанализируйте, да, куда уходит ваше время, что вы делаете в течение дня. И, возможно, если вы считаете то, что как-то очень много энергии, времени уходит куда-то не туда, как раз вот оцените, возможно, куда можно включить ваш отдых тот же самый, куда какие-то повседневные задачи, да, ну просто так вот оцените полноценно свое личное время и рабочее время. Надеюсь, что данные небольшие рекомендации вам помогут. Главное, не обесценивайте свою усталость. Если вы считаете, что вам трудно, обратитесь лучше к специалисту, потому что чем раньше вы это заметите, тем проще вам будет потом из этого выйти. На этом, пожалуй, все. И если вы проходили через тему эмоционального выгорания и можете поделиться своим опытом, то это было бы очень ценно, потому что человеку нужен человек, и, возможно, кто-то другой увидит ваш комментарий и почувствует, что он в этом не одинок, что кто-то переживает подобное, что и он, и это будет очень для него важно. Поэтому, если да, можете написать такой комментарий, я была бы очень рада. И до встречи в следующем видео. Удачи!